Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Мирослав Олешко на связи прямо сейчас. Мирослав, приветствую. Всем добрый день. Да, друзья, всем большое спасибо, что мы вместе, что вы подписываетесь, несмотря ни на что. Мирослав Олешко, ссылка на его телеграм-канал также в описании к этому видео. Начать я предлагаю наш разговор с неимоверной перемены, обуви, говорят, да, хотя это четкая смена информационной стратегии. Вот уже пишет западная пресса, что Украина выигрывает в войне. Вот нам рассказывают, собственно, эти замечательные истории, что может Зеленский приехать и убедить Трампа, что 360 квадратных километров отвоевали. Трамп говорит, так, пожалуйста, давайте, возвращайте границы 91 года, идите дальше. И это все сопровождается, абсолютно дичайшей информацией о том, что происходит на самом деле. Как в тылу, как с ТЦК, как на фронте, Купянск, который уже на 2/3 потерян, ну и другие там точки, локальные наступления в Днепропетровской области, которая там Сырский отрицает. Короче, идет чистой воды манипуляция и обман. Почему все подняли лапки и повелись на то, что происходит, и неужели всем плевать на то, что происходит на Земле? С чем связана вот эта перемена ветра? Знаешь, абсолютно нормально, что правителям других государств абсолютно плевать на Украину. Но вот то, что собственной украинской власти плевать на Украину и ее будущее, вот это трагично. Потому что моей страной, к сожалению, сегодня правят наркоманы, преступники и коррупционеры. Потому что коррупционеры такого уровня, каких еще не было в истории страны. Потому что если там в предыдущие времена у политиков, чиновников был хотя бы рубеж того, сколько можно воровать, там 10%, 15%, то сегодня воруют сотнями процентов, а то и тысячами вверх, навариваясь абсолютно на все. Риторика что не сменилась на Западе, просто я уже прочитал даже политик из Польши, Туск, говорит, ребята, он написал пост, ребята, вы неправильно, наверное, понимаете заявление Трампа. Он не говорит о том, что он верит в победу Украины, он просто цинично троллит Украину и Европу, что мы остаемся одни. То есть вы там деритесь, делаете, что хотите, и посмотрим на ваши результаты. Это трагично. Трагично для моей страны. Трагично, что... Знаешь, самая проблема не в том, что продолжается война, а в том, что Запад потакает дальше Зеленскому, не хочет заставить его провести выборы, не хочет его хотя бы просто не проводить выборы, а добровольно уйти в отставку. Ну, Проблема он же не в что-то, выборах. он Его что-то даже не такое, спрашивают. Я слушаю. он что-то такое говорит, что вот дайте нам перемирие, мы выборы проведем, и вообще я Так могу не нужно выборы проводить. после Зачем? войны я могу уйти. Ну, то есть, фактически говоря о том, что, пока война, пока Зеленский. Нет, так тут я смотрю даже его интервью с западными журналистами, они не задают ему в ответ простой вопрос. Хорошо, подождите. Вы уйдете, когда проведете выборы и когда закончится война. Если война не закончится 23 года, вы что, 23 года собираетесь находиться при власти? Я понимаю, Зеленский ответит, конечно, да, мне тогда будет всего 60 с чем-то, почему бы и нет? Но логичный вопрос, который бы задавали западные журналисты, и это, кстати, вопрос, который не задает ни один украинский журналист или ведущий. Почему вы просто не уйдете добровольно в отставку, если вы не держитесь за власть? Неужели вы считаете, что вы единственный в стране человек на 20 с чем-то миллионов, который способен руководить государством? Это ж невозможно. До вас как-то руководили, и все с государством было нормально. Смотрите, у вас есть в команде умные люди. Вместо вас даже Андрей Ермак может стать президентом. И хорошо, вы скажете, никого нет. А у вас в команде неужели нет тоже людей, которые могут вас заменить? В этом кроется, мне кажется, главный вопрос, который стоило бы задавать этому обезумевшему человеку. Просто для того, чтобы его хотя бы загонять информационно и показывать, что для него важна именно власть в руках, а не то, что он не может просто провести выборы из-за войны. Ну, тут очень интересный момент, ввиду вот этих всех его заявлений.
действительно он говорит о том, что Трамп за нас, Трамп верит в победу Украины. Так а что такое победа Украины? Вот по состоянию на сейчас. Молчаливый Кремль, ну, по большому счету, молчаливый. То есть не было никаких там, это не вызывает острой дискуссии. Как бы, да, обсудили, что там Трамп переобулся. Ну, собственно, такое ощущение, как вроде как кажется, что это все договорено. Что вот вчера, позавчера были публикации о том, что Аляска сорвана окончательно. У Украины теперь только один путь — воевать и дальше самоубиваться в этой войне. И, в общем-то, смахивает на то, что это был спланированный срыв медийный Аляски. Потому что, по большому счету, ничего не происходит. Гарантий нет. Оружие, деньги, ну вот репарационный кредит выпишут нам. Очень интересный кредит, да. Как бы такое ощущение, что это, ну, в общем, когда завод режут на металлолом и распродают по кусочкам, ликвидируют, да, в него там резко в конце делают какую-то инвестицию, ну, для того, чтобы отмыть деньги. И так это все и видится. Может, причина банальная просто, все уже идет к концу и все делят деньги? Хочу заметить, что абсолютно где-то несколько недель назад Михаил Федоров и другие чиновники из окружения Зеленского заговорили о том, что им нужно проделать такой себе додж, то есть план Илона Маска по сокращению, не знаю, как на русском слово, выдатков, Ну, расходов, да. расходов, да, расходов государства, госаппарата и так далее. И они, видать, понимали, что им не хватает бюджета. И здесь они вот за последние уже дни про эту тему просто забыли. Сейчас готовится бюджет на 26 год. Там абсолютно ничего не сокращают. Аппетиты как были на 25 году, так и они переносятся и на 26 год. То есть, скорее всего, Запад, в моем понимании, им деньги пообещал. Но даст ли он их? Я не понимаю, потому что одни чиновники говорят, хватаются на голову, говорят, что у нас не хватает там 60 миллиардов долларов, но в то же время никаких сокращений расходов чиновников не происходит. Ну, например, там на телемарафон 1,5 миллиарда дают, как в прошлом году, так и в этом будут давать. Очень странно. Я, знаешь, смотрел последние дни списки разных телеканалов, государственных телемарафона. Я хватаюсь за голову, во-первых, сколько там ведущих. Ну, вот ты один человек можешь там вести канал, да? А там ведущих, ну, где-то по 20 штук на телеканал. А телеканалов этих государственных, которые сейчас государство спонсирует, их несколько. То есть даже тут можно сократить число тех, кто, ну, ведет эфиры. Ну, то если это государство в состоянии войны, не хватает средств, катастрофично, что вот нечем платить деньги. Ты спрашиваешь, что такое победа? Мне вспоминается цитата из сериала «Молодой папа». Там папа римский поехал в страну африканскую, где война. И он говорит там народу, который воюет, он говорит: покажите мне мир, и я покажу вам Бога. Бог и есть мир. И я человек, который прожил в условиях войны в Украине, прожил под обстрелами, потерял друзей. Мне эта цитата сегодня более понятна, чем несколько лет назад, когда я смотрел первый раз этот сериал до войны. Что, наверное, мир — это и есть Бог. Когда люди не гибнут. Поэтому что такое первая победа? Это остановить войну. Это уже будет победа. Ну, это для людей, а для Зеленского. В 22 году мы могли остановить войну с намного большими возможностями и условиями, нежели сегодня. Более того, не погибли бы сотни тысяч людей, не была бы уничтожена инфраструктура и так далее. То есть, как бы там ни говорили, но в 22 году, если войну полномасштабную начала Россия, она зашла на территорию Украины,
Путина его разведка обманула во многих местах. Российская армия действительно провалила полномасштабное наступление. Много российских солдат погибло, много молодых именно солдат, которые не ожидали, куда они попадут, потому что молодые солдаты, которые ехали, они не знали, что едут на жесткую войну. То есть это была ошибка. Украина, Залужный этой ошибкой воспользовались. И тогда нужно было завершать войну. И Путин тогда хотел завершать войну. То есть россияне, российское руководство тоже это понимали прекрасно, что они ошиблись, атака так, как планировалось, не удалась. Но они тогда выбили себе победу, сухопутный коридор в Крым. И на этом хотели закончить спокойно. То есть для России это была достаточная победа. Но дальше именно руководство Украины захотело не останавливать войну, не идти на мирные переговоры, выйти с мирных переговоров, не согласиться на подписание мирных условий и дальше воевать. И победа, которая у нас могла быть, она у нас ускользнула из рук. И в этой войне и Россия не победила, потому что Россия потеряла тоже сотни тысяч человек. Это чьи-то сыновья, чьи-то дети, чьи-то мужья. Их тоже уже не вернуть. С другой стороны, давай подойдем так, что в войне победителей, наверное, не бывает. Нет, ну победитель бывает, когда разгромлена другая Нет, я сторона. имею в виду конкретно не бывает среди народа победителей. Тут Народ же очень, воюет. Не тут очень чиновники, важный не момент. политики. Нет, тут Не очень политики, важный момент. поэтому Нас толкают к тому, что все должно решиться на поле боя. И врут о поле боя. То есть, это же классика. Ну, то есть, все хорошо, мы побеждаем, ура, на Москву. Как бы, давайте. То есть, вперед, воюйте нет, смотри, дальше. Трампа так все логично, Трампа мы понимаем. Трамп говорит, давай мир. Путин говорит, да, но не на таких условиях. Вот такие условия. Зеленскому он эти условия показывает. Зеленский говорит, нет, мне это не подходит. Ну, Трамп говорит, раз вам не подходит, я вам дам еще повоевать год. Но он также троллит и Российскую Федерацию, говорит, вы, ребята, не можете справиться с этой маленькой страной уже 3 года. Поэтому, вы или бумажный тигр, или давайте наступайте нормально уже якобы. Ну То так есть сейчас прямым русские текстом троллит. возьмут и будут нормально наступать. Ну, Украина выиграла от этого. Нет, конечно. Европа выигрывает, потому что европейский лидер уже прямо заявляет о том, что чем дольше Украина воюет, тем легче нам. Потому что у нас тогда не будет вопросов, что делать с Балтикой, например. А вдруг Россия на Балтику нападет, а нам придется за нее вступаться. Так а на как какую НАТО. Балтику, если Россия бумажный тигр и не может там Покровск захватить, еще там чего-то, там областных центров никаких не захватила? Тут идет абсолютно такое, развилка пропаганды. Если она такая Нет, так это слабая. пропаганда. То, что Нет, Трамп об она этом говорит, это слабая. не означает, что он так думает. Она слабая, она там, экономика рушится, все рушится. Кто будет с рушащейся экономикой пытаться нападать на НАТО? Тоже Смотри, как-то нельзя нелогично. тут назвать Россию слабой. Это троллинг Трампа, потому что Россия сегодня не провела и не использует принудительную мобилизацию, так как это делает Украина сегодня. То есть Украина сегодня как раз воюет в полных своих силах. Она мобилизирует людей против воли, хватает их на улицах, она закрыла границы. А Россия сегодня не закрыла границы, она не мобилизирует всех людей, которые этого не хотят. То есть это, условно говоря, ваш сын будет идти по улице, его завтра в Москве схватят и отправят через 2 недели на войну в Украину. Вот тогда можно будет судить о том, слабая Россия или нет. Потому что если мы вспомним Вторую мировую войну, о которой все говорят, тогда была принудительная мобилизация для всего народа на территории России. А сегодня этого нету. Сегодня Россия воюет только там в менее чем в половину своей силы, а может процентов на 20. Более того, Россия не использует тактическое ядерное оружие. Давай скажем честно, если бы Россия использовала тактическое ядерное оружие по Украине, думаю, война бы закончилась уже за 1 день. Но, слава богу, Россия этого не делает. Возможно, не хочет наразиться на непонятные последствия, которые действительно могут быть при использовании тактического ядерного оружия. Возможно, потому что они считают действительно украинцев, там, в том числе в Киеве, там, братским народом, и не хотят использовать также из-за этого этот вид вооружения. Но они могут.
Они могут. И у меня такое впечатление, что Зеленский конкретно этого и хочет. Потому что когда Зеленский на днях заявляет, что вот мы получим оружие и бахнем по Кремлю, и кремлевским чиновникам придется убегать в подвалы, ну, ты чисто мразь. Я как гражданин Украины говорю. Ты мразь, потому что ты подвергаешь... У тебя-то бункер есть у твари. А у других киевлян и других жителей других украинских городов бункеров нет. Потому что ты за 3 года, зная, что каждый день атакуют города, там дроны летят, там их сбивают, они падают в жилые дома, людям негде прятаться. То есть, вот как я находился в Украине в 22 году, в 23-м, и некуда было бежать. Если у тебя рядом нету станции метро, то тебе некуда идти. Ну, извините, сидеть в подвале жилого дома, который там подвал создан для того, чтобы там просто трубы были для воды, и там сидеть и надеяться, что тебе пронесет, это какая-то игра в рулетку. Должны, как в Израиле, быть созданы возле жилых домов специальные бункеры, куда каждый человек может спуститься вместе со своими детьми. И за 3 года власть Зеленского это не сделала. Зная, что они выбрали не идти на мирные условия, воевать дальше, они решили, что главное, чтобы бункер был у них, а народу это не нужно. Скорее всего потому, что если у людей будет бункер возле каждого жилого дома, то люди не будут гибнуть из-за обстрелов. А кому тогда потом цветы ложить с мишками Зеленскому с грустным лицом? И Ермак тогда не сможет писать «мы отомстим». Мы вот в этот раз точно отомстим. Ну, вообще, по поводу такой воинственности Зеленского, это тоже такая очень интересная штука по поводу того, что это все продолжается. Ну, то есть дроны летят, ну, по России, да, то есть и, собственно, ничего нового. Залужный выпускает материал и говорит, что сначала его так трактовали все, что тупик, мол, ну, там, тяни толкай на линии фронта. А потом, когда вчитались, поняли, что вообще не тупик. То есть у россиян много дронов на поле боя, пехота перемалывается, уничтожается. И вот как раз-таки из-за того, что живую силу как бы в общем-то, ликвидирует, крошит российская сторона, то вполне себе возможны большие кризисы. Ну, как бы прошла статья Залужного, ну и прошла. Как там, в «Экономист» он первый раз вышел. Сейчас сколько времени прошло, да? Ну, вот примерно еще там год-два, это как бы дело такое. Вместе с этим непонятен, на что расчет Зеленского. Очень интересно, вышел Лукашенко и говорит, давай я с тобой встречусь. Ну, то есть Лукашенко и Зеленский. Есть на столе какие-то предложения, они хорошие. А если отвергнешь, то будет начало СВО. Что подразумевается сказать сложно, интересно твое мнение. То ли это по количеству пройденных там, метров квадратных, то ли это опять зайдут с Беларуси, то ли будет опять что-то такое шок, ужас и трепет. Что подразумевал Лукашенко, сказать сложно. Но Я так понимаю, он имел в виду, что будет продолжение просто войны. Ну нет, ну он что-то... Вот примерно такой же эффект, как вот с началом СВО. То есть вот тут здесь... И тогда Украины просто не станет. Ну вот такая, скажем так, диспозиция. Знаешь, я хочу уточнять, что когда говорят «Украины не станет», Украина как страна, я имею в виду, это культура, язык, да, традиции. Мы с тобой украинцы. Ну, Украина будет. А вот государство, которое я сегодня считаю полностью недогосударством, а в государство я подразумеваю политики, чиновники, менты, СБУшники, в том числе даже вот журналисты и ведущие, которые сидят за государственный бюджет, транслируют пропаганду, ТЦКшники, вот это все государство. Прокуроры, судьи, которые сидят с бронью на высоких зарплатах, это все государство. И этого государства действительно может не стать. И вот война продолжается, и войну продолжают, потому что они боятся, что этого государства не станет. А это государство сегодня недееспособно. Просто недееспособно. Это государство, которое было создано действительно
Благодаря в том числе Соросу и компании. Потому что сегодня, если посмотреть, вот просто все СМИ, кроме государственных, которые сегодня есть в Украине, это СМИ, созданные Соросом. Большинство чиновников, которые в том числе окружили Зеленского, окружили других политиков, это иностранные агенты, которые были спонсированы и спонсируются фондом Сороса. Там, нас с тобой называют там, пророссийскими, российскими предателями, еще что-то. И я когда захожу, смотрю, кто это пишет, захожу, читаю. Спонсоры, фонд відродження Сороса. И это все сегодня есть государство это, которое стало недогосударством. И все вот эти соросята, они имеют бронь от мобилизации. Им на уровне Кабмина дали бронирование. Они не должны воевать даже за свою страну, за вот это вот государство, точнее не за страну, за государство, вот это, которое они построили, они воевать не должны, они не обязаны, у них есть бронирование. Поэтому это государство, оно, ну, мне кажется, обречено исчезнуть, потому что это государство даже в условиях войны не прекратила, а даже усилила террор против своих граждан, грабеж своих граждан, коррупцию усилила в разы. И это в условиях войны, когда государство стекает, по сути, действительно кровью, народ стекает кровью. Государство в эти моменты должно было бы стать другим, именно тем, о котором оно постоянно говорит, что мы будем как Израиль, мы будем как Австрия, мы как Швейцария станем. Мы как, не знаю, какая-то другая европейская, как Польша хотя бы. Вот Польша, как государство, это государство, которое смогло. Причем было в равных условиях абсолютно с нами. Просто у них как-то в 90-х повезло с чиновниками. И сегодня Польша одна из лучших экономик мира. Ты вот только с Украины, я уже не говорю там с России, с Украины заезжаешь в Польшу, и ты видишь, что значит, когда чиновники не воруют твои налоги. Это другой мир сразу. Поэтому это государство, которое я называю уже недогосударством, я вот раньше слышал такие моменты, которые, ну, такие тезисы, которые говорили еще до Зеленского. Я еще тогда не был с этим согласен, потому что, ну, была в стране свобода слова, были выборы, было все. Сегодня этого нету. Сегодня людей ловят на улицах как скот, как будто у них нет никаких прав. Сегодня ты не можешь даже высказать свободно точку зрения. Там парень в Киеве там, заставили сегодня вот это недогосударство, заставило людей сейчас останавливаться в 9 утра каждый божий день, потому что вот так решили чиновники и маленькая кучка лиц, что все люди, все поезда, все должно остановиться в 9 утра, все должны выйти из машин, минута молчания. Минута молчания – это хорошая вещь. Она есть во всех странах. В Украине, в России, во всех странах, кто кого-то терял во время войны. В Израиле, в Америке. Но это проводится раз-два раза в год. Нельзя делать такие святые вещи каждый день, особенно делать их принудительными. И вот парень едет там на машине и говорит, что мне это не нравится, мне не нравится, что из Крещатика там понатыкали флажков, сделали там кладбище. Я могу, ты можешь быть, мы можем не согласны быть с его точкой зрения, но он имеет на нее право, потому что у этого недогосударства есть конституция, это написано в статье 34, что он имеет право высказывать свою точку зрения свободно. Но приезжают СБУшники, начинают говорить ему, что ты должен извиниться на камеру за свою точку зрения, он же никого не оскорблял, там не было каких-то персональных оскорблений, что-то еще. Он просто сказал, что ему не нравится вот это ежедневный этот флешмоб. И вот эти представители недогосударства, это Стерненко, там, Лачин, они начали угрожать и говорить, да мало извинений, нужно его, может, вообще, там, я не знаю, что, убить, побить, еще что-то. Вот Стерненко, это же тоже прекрасный представитель этого недогосударства. 5 уголовных дел за разбой, за убийство безоружного человека, парня, молодого, причем солдата, там, сбут наркотиков, там, выкрадення человека, он там человека закинул в багажник, побил, избивал его, стрелял возле уха. И сегодня этот человек почетный, его все грантовые организации Сороса, государственные телеканалы Зеленского распиарили. И народ этого, по сути, бандита сегодня уважает и считает, что это честный человек. И ему народ скидывает по 300 миллионов гривен каждый месяц на покупку дронов.
на эту огромную схему коррупции, чтобы дроны покупать вне государственных тендеров, и было неизвестно, там, за сколько их покупают, у кого их покупают и так далее. И это тоже представитель вот этого недогосударства. Скажите, разве Украина, вот это недогосударство, может существовать в мире, когда там рулят такие, как Стерненко, которые избивают людей за иную точку зрения, за то, что этот парень, он там прицепился на русском языке, говорит и так далее. Нет. Нет. Явно, что у этого государства в случае мира должна пройти определенная трансформация. Ну, тут идет трансформация в другую сторону, мы видим последнее время. Не Мне знаю, кажется, оно идет в другую сторону, но оно дойдет до какой-то, вот знаешь, нет, как ну, это как шарик, который ты дуешь, нет, дуешь, тут дуешь, и он шарик, лопается. похоже, Поэтому есть еще у него, ну, есть. вот запас прочности. Почему? Потому что, ну, вот элементарно, да, то есть есть там журналист такой, медяник, да, и он сообщил, что в Виннице 4 больных шизофренией людей бусифицировали. И долго там вот это вот разбирались, от чего они там. Ну, в общем, то, кого тащат на фронт, тут же вопрос еще как. Не то, что тащат, а даже то, кого тащат, вызывает, ну, просто как бы бурю эмоций. То есть шизофреников мы мобилизуем, но вместе с этим находится, знаешь, вот эта вот прослойка, теплая ванна, ну, вот такая, как там Мандзюк, например, да, дала интервью. Ну, в Польше этот блогер Кстати, да, Мандзюк Тимошенко. представитель недогосударства. Это То тоже. есть она четко говорит, смотрите, это враги, там, бусификация, если ты употребляешь это слово, ты враг, это все российские нарративы. В общем, ну, как бы ТЦК вообще красавчики, спасибо ТЦК за то, что мы еще там не проиграли войну, их надо поддерживать. Ну, это же какой-то, ну, определенный переход на новую стадию. То есть теперь у нас прокачиваются, причем это делают давно, прокачивают эту историю раскола не только там по языку, по вере, по ТЦК. То есть, ну, а ты как относишься к ТЦК? Плохо? Вражина. Правда? Да. Это вопрос был, как я отношусь к ТЦК или в принципе? К Мандзюк и К деятельности. Мандзюк? Да. Слушай, я один из людей, который атаковал Мандзюк еще очень давно, она меня поблокировала во всех соцсетях. Это именно представитель вот этого недогосударства, которое поднялось за последние 2 года. То есть до этого эту девочку, ну, никто даже не знал, кто это такая. Она поднялась благодаря тому, что стала заявлять, что ее дети имеют право бить русскоязычных детей. Там, что все, кто говорят на русском, плохие люди. И плевать, что она на русском языке говорила всю свою осознанную жизнь. И почему-то с 2014 года, когда уже война была на Донбассе, она продолжала говорить на русском. Она продолжала ездить в Россию, в Санкт-Петербург, у нее там фотографии остались. То есть это человек, который, ну, дело ж не в языке. Дело в том, ты человек или не человек. Это, мне кажется, ну, понимаешь, любая власть может контролировать, и чиновники, вот этот градус дозволенности. И Зеленский сегодня эту дозволенность позволяет и поощряет. Ну, скажи, если там будет команда из Кремля в России или в Беларуси, там, да, таким себе, ну, представителям военкоматов, там, ловить людей силой, и у них есть там определенное там количество, сколько людей должно быть за день. Это, они будут это делать? Конечно, будут. Но там хватает сегодня ума и мозгов такого не творить. Потому что когда людей хватает против воли на улицах и законы уже не работают, делают, то есть это вне закона, то есть закон запрещает это творить сотрудникам ТЦК, то люди понимают, что это государство уже не работает, это нет государства, за это государство не захочется ни умирать, ни жить в нем, ни растить в нем своих детей. Но государство же Потому что побеждает государство Россию. установило Не-не-не. правила, Тут и же этих правил не Тут придерживается. же прикрытие идет. Почему? Потому что война. Мне же так нравятся вот эти там нарративы о том, что это почему там ТЦК, да? Это не ТЦК зло, это Путин зло. Как красиво. И все. И вроде как ты наоборот должен
Путина винить, что тебя хватают за руки, за ноги и вытаскивают. Это кто виноват, что условно сейчас разгорается дискуссия, что 18-22-летних выпускают, и на их место надо завозить. И начинают уже там мигрантов каких-то, ну там Бангладеш и так далее. Это не мигрантов завезли, это просто хотят в институте поучиться и уехать из Украины. Они в ней жить не хотят. Это Ну, просто имеется в студенты. виду, что там есть студенты, есть... ну, подожди, ну, на Закарпатье и рабочие руки тоже завезли оттуда же, из Бангладеша. Ну, в общем, неважно. То есть, имеется в виду, что, ну, вот, как бы, нормально, это все Путин виноват. Причем здесь? Это Зеленский? Нет, это Путин. И получается, вот в этом, как бы, в этой развилке мы попадаем в очень тяжелую историю. Как бы сказать нет этому государству нельзя, оно воюет. Более того, Трамп уже за нас. Смотрите, победа. Вот мы там Добропольское наступление, то, что там Месилово жуткое, там дома горят по Константиновке, по Доброполью был такой удар, что не дай бог, вот прошлой ночью. Ну, то ничего, ну мы же побеждаем, поэтому и рот нельзя открывать. А если что, мы натравим на тебя Мандзюк, ну или иже с ними, или других каких-то лидеров мнений, они покажут обычного человека, там с не знаю, с сотней подписчиков и предадут публичной анафеме и разопнут на кресте потужности. И так можно ехать долго. И когда ты говоришь не до государства, ну так это просто государство, но с другими, как это, с другими как камнями основоположенными, с другим грунтом. Знаешь, у чиновников украинских, чиновников Зеленского, его власти, такое представление возникает, что мы побеждаем, все хорошо, а то, что там где-то в Луганской, Донецкой области рушатся жизни, дома, бизнес чей-то, происходит потому, что за 4 почти года войны по Конча-Заспе и по еще некоторым селам в Украине, где живут все чиновники, в том числе там Давид Арахамия там, и все окружение, где живут друзья Зеленского из 95-го квартала, они же все живут за городом, живут в селах. И по этим селам никогда не прилетало. То есть они когда ночью даже уходят, уезжают к себе из Киева, где они работают, они уезжают к себе домой за город, они там не ощущают и не слышат никаких прилетов, вот этих ночных обстрелов там в Киеве или в других городах. Они этого ничего не слышат. В этом плане Россия постаралась сделать все возможное, чтобы украинские чиновники проводили эту войну без потерь. То есть они ничего за последние 3-4 года не потеряли. Теряет только простой народ. Поэтому здесь вопрос все равно возникает, что Россия, видно, воюет именно больше с простым народом, а не с украинской властью. Потому что украинская власть себя хорошо, прекрасно чувствует. Просто прекрасно. И в том числе прекрасно себя чувствуют все, кто и эту власть окружает, этого недогосударства. Там Стерненко, Притула. То есть у них тоже все прекрасно. Ну, это просто факт. Очень интересно, что Европа, на которую возлагают большие надежды в Киеве, тоже петляет и умеет это делать красиво. Кая Каллас говорит Трампу, Трамп, Европа не Кстати, несет. я хотел еще добавить, наверное, из-за того, что так происходит, это та причина, что вот Зеленский, наверное, лучший агент Кремля. Ну, самый лучший. В России понимают, что без такого идиота, ну, мы столько территорий не возьмем. То есть, вот в этом, наверное, причина кроется. А возможно, есть какая-то договоренность, которая была между Россией и США, и Россия ее до сих пор придерживается. Но мне интересно, до какого периода она будет этой договоренности придерживаться. Потому что видно, что ее Зеленский уже хочет сорвать. Потому что когда Зеленский говорит, я буду стрелять по Кремлю, у меня сразу возникает в голове вопрос, подождите, ну Россия уже давно могла лупануть по офису президента. Ну, не днем, днем не надо, там есть мирные жители рядом, дома рядом. Ночью лупануть просто туда и все. Но этого Так не а сделали, зачем? имея Смысл? возможности. Ну, в моем понимании, ну как зачем? Во-первых, это вызывает и будет вызывать у чиновников и власти страх и принуждение к мирным переговорам. Но Россия этого не делает. Скорее всего, потому что есть договоренности с Соединенными Штатами, как определенные. А вот то, что Зеленский, я так понимаю, эти договоренности хочет разрушить и провоцирует уже, ну, мне кажется, или он обезумел,
Или он просто понимает, что ему ничего за это не будет. За это, за его слова, за все, что он говорит, будут выгребать простые люди, простые граждане, в том числе те, кого сегодня ловят на улицах, и те граждане, которые сегодня хотят мира и жизни в мире. Интересен момент такой специфический, как далеко вот эффект второго дыхания заведет Зеленского. Давно же хотели. Вот прям еще даже Ермак не был главой офиса Зеленского, а был Богдан. И тогда прям хотели прям прибрать к рукам Киев. И вот сейчас, пожалуйста, нашли способ. Вот ум недоверия Кличко, Кличко в сторону мэра Киева. Причем к нему много вопросов, как к самому руководителю столицы. Но сам факт мы видим интересную тенденцию. То есть Зеленский, такое ощущение, что ну, как подчищает хвосты и, в общем, делает то, на что он бы не отважился. И старт этому процессу, ну, была вот эта вот потужная легитимация своей деятельности в Нью-Йорке, в кулуарах и на Генассамблее. Ну, то есть, причем я сейчас не рассматриваю его посылы вовне, то есть в мир, хотя это тоже интересная тема. Что Зеленский посылает в мир? Десятки тысяч людей, которые дронами могут управлять. Ну вот, да, то есть он посылает в мир как бы новую угрозу и говорит, смотрите, теперь не надо иметь большие ракеты, достаточно иметь кучу дронов и биороботов, ну типа людей. И хорошо. И вот таким вот макаром вот он транслирует в мир. Но он же внутри начнет давить. И, ну там, Кличко, потом что там, Труханов дальше, подчистит мэров, заберет остатки предприятий. И все в порядке. А если у него какой-нибудь журналист спросит, так у вас же разворовывается помощь, он же что отвечает? Так Европа, он смотрит, у нас все хорошо, нет никакой коррупции. То есть мы сейчас видим фундаментальный вопрос. Мы сейчас видим, как это вот там перед смертью не надышишься, то есть вот надо нахапаться, нахвататься, набить карманы для того, чтобы валить. Или мы видим цементирование вот этих кланов, новых зеленых, так сказать, олигархов, схем и самого Зеленского у престола. Мне эта ситуация напомнила фильм «Темный рыцарь», там, где Джокер пытался все захватить и везде создать хаос. Это где-то мне это все напоминает уже. Последние аккорды это были. А Киев удивительный город. Киевом сегодня управляет два человека. Это такого в мире нигде нет, чтобы кроме мэра города был еще какой-то непонятный штырь, который тоже имеет право управлять городом. И то есть они могут даже противоречить своими решениями друг другу. Там. Но мне кажется, в этом вина не самого Зеленского и не Запада даже, а украинских вот этих оппозиционных политиков, в том числе таких как Кличко. Ну, Зеленский это делает, потому что вы ему это позволили делать. Вы ведете риторику терпил. Ну, Кличко и другие, кто сегодня есть в украинской оппозиции, вы терпилы. Вместо того, чтобы уже выходить с заявлениями в западную прессу, с заявлениями в украинские СМИ и соцсети, поддерживать украинских оппозиционных блогеров и журналистов, которых преследуют. Вы же ничего этого не делаете. Скажите, вы в Кличко ходил хоть на один суд, там украинских блогеров, журналистов уже сажали, кучу там за надуманными предлогами там за критику ТЦК. Кличко ходил кого-то поддержать, донести, что в Украине преследования политические? Нет. Нет, он за свою шкуру трясся. И теперь даже когда его прессуют, он продолжает играть роль терпилы. Наверное, до тех пор, пока его не уберут, а потом не посадят. Возможно, он вообще уйдет, лишь бы не посадили. И такое же может быть. То есть, если терпилы позволяют это делать, то это как, ну не знаю, вот правила тюрьмы прям. Украина, вот это государство, да, сейчас нам правила тюрьмы царят. Если ты позволяешь, типа, тебя дальше будут чмырить и петушить. Ну, по такой логике Зеленский сегодня действует в Украине. Мне кажется, они на это заслужили, если они позволяют это делать. Ну, типа, мы с тобой два человека в силу своих там возможностей, и мы же не занимали какие-то даже государственные должности. Мы решили, что мы не терпилы, мы не будем сидеть в Украине, молчать. Мы выйдем из страны и будем лупасить этот режим. И то, что нас даже там заблокировали на территории Украины там сейчас, говорит о том, что мы нанесли режиму урон, и им это не нравилось.
А эти решили быть терпилами. Лишь бы в надежде, что они смогут договориться с Зеленским и продолжать дальше сидеть на должностях и схемах. А так не выйдет. Потому что у них есть свои прекрасные люди, вот этот Ткаченко Мамедов, который может просто вас заменить. Зачем нам вы? Они не поняли немножко, там, когда надеялись, что их пронесет. В своем телеграм-канале последнее время ты уделяешь много внимания Иванову, Сергею Иванову из Луганска. Он призвал, ну то, что призвал, сформулировал так, да, что там русскоязычные дети, там черный пакет, вот это вот, ну, скажем, ужас. Это, в принципе, уже такая, это даже Я, может, фоном. процитирую просто немножко, что люди не поймут контекст, Он наверное. написал пост, да, то есть дело не в том, что, смотри, тут какая история. То есть это уже фоном даже звучит, уже даже как-то внимания не обращают. Все говорят, вот, там, беда, беда, украинская мова, мова має значение, это тоже оружие. И вот все уже как бы привыкли. Поэтому у него есть публикация, говорит, значит, он рассказывает историю, как-то во дворе, на площадке играют маленькие дети, все украинскоязычные, уже договорились и роли в игре распределяют. К ним подходит мальчик и говорит по-русски, я с вами буду играть, дети как бы между собой переглянулись, но ничего не отвечают, возможно, не понимают, может, не хотят, а может, установку родителей, в общем, выполняют, не коммуницировать. И говорит, я это поддерживаю, Иванов, если бы, собственно, толерантно в теории мы как бы не относились к больным, иметь контакты с ними не хочет никто. Ну, то есть, русскоязычный мальчик, типа больной, это хуже, чем рассматривать в широком контексте. Давайте играть, кем я буду, не унимается мальчик и не отвечает, не получает ответа. Мне искренне жаль его, но он просто жертва идиотизма родителей, которая его на удобном языке воспитывают. И, в общем, кем ты будешь, мальчик, кем ты станешь, и вот приходит черным пакетом, да, к этой мысли. Это вот так пересказ этой публикации, она тебя как бы зацепила, и ты ее, собственно, а через нее, в общем-то, перешел на самого Иванова. Какую добавленную стоимость дает эта история на украинской детской площадке, и почему за нее так вцепился Иванов и так ее пересказывает? Ну, во-первых, нужно объяснить тем, кто не знает, Сергей Иванов – это бывший луганский прокурор. Его отец был депутатом партии регионов. В партии регионов мы общались в 98% исключительно на русском языке, разве что если бы эта партия регионов была во Львовской области, там, наверное, говорили все на украинском. Но так как это Луганск был, там говорили на русском. То есть это человек, который, во-первых, жизнь всю свою жизнь провел и общаясь на русском языке. Ну, это факт, со своими родными. Он сегодня убеждает, самое смешное было, это я опубликовал скриншот, его спрашивают, ну подождите, вы же вот родились в Луганске, там жили всю свою жизнь, ну вы же в детстве тоже говорили на русском. Он говорит, ні, я размовляв українською. Господи, ну, знаешь, уровень лицемерия и вот этой циничности, он же ну, должен иметь какую-то красную границу и того, сколько ты можешь врать, чтобы уже не быть смешным. Я просто представляю, вот это, знаешь, ребенок депутата партии региона в Луганске говорит на украинском. С чего вдруг? Вот, то есть, также стоит понимать, что Сергей Иванов сегодня это один из центральных пропагандистов Офиса президента, который работает на Владимира Петрова, одного из политтехнологов Офиса президента. То есть эти посты это уже государственная политика в основном Зеленского. Но насчет этой истории, мне кажется, эта история абсолютно выдуманная, просто из ума. Кстати, Сергей Иванов себя прекрасно чувствует за такую пропаганду. Он уже вот в прошлом или в этом году купил себе новое Audi за 100 тысяч долларов.
То есть зарабатывают они прекрасно. Его шеф, коллега Владимир Петров купил себе новую квартиру на там 200 квадратов в центре Киева. То есть, война приносит деньги. И, кстати, вот его коллега Владимир Петров, этого Иванова, говорит, что я не хочу, чтобы война заканчивалась. А еще я не считаю, что гибель солдат и мирных – это трагедия. То есть уже прямо говорят этим идиотам, что мы хотим, чтобы вы дохли, чтобы мы зарабатывали деньги. Но я в эту историю не верю, потому что эта история, он же в Киеве живет, Иванов, он не живет там в Ивано-Франковске, он живет в Киеве. И я не верю, что эта история действительно происходила. Потому что в Киеве люди продолжают говорить на русском. Да, люди говорят на украинском в Киеве сегодня намного чаще, люди говорят на украинском абсолютно в 9-8%. Я не знаю, когда ты выехал из Киева, я выехал в 23-м, уже тогда это было. То есть, если люди не знакомы друг с другом, и это сфера услуг, все говорят на украинском. Там в маршрутке заплатить, там в магазин зайти что-то купить, в кафе, все говорят на украинском друг с другом. Но в частных беседах часто переходят сразу на русский. То есть то, что дети прям не захотели общаться и не поняли другого ребенка, что он говорит на русском, я не поверю. Это нереальная история для Киева, для моего родного города. Это выдумка с целью просто показывать обществу и вот этим обезумевшим дурноватым мамашам, что это норма. И что своих детей убеждать, что с русскоязычными нельзя детьми говорить, это норма. Но мне кажется, что как раз проблема будет очень большая не у детей, которые говорят на русском, и они ж не только на русском, они украинский знают. В школе, в детсадике уже учат, они понимают украинский, мультики на украинском. То есть эти дети понимают, но они общаются на русском. Проблема будет у тех детей, которые не просто общаются на украинском, они русского не знают. И вот тут будет проблема действительно. Смотри, у меня в школе не было изучения русского языка, но я на русском общался. То есть, и для меня была проблема в том, что я переписывался там на форумах разных там с не с русскими даже, там, с казахами, например, там, да, там, с белорусами. И, я русский знал, да, но я не знал, как правильно на нем писать. Там мягкий знак, где ставить, что-то еще. И я учился сам. Тогда не было даже искусственного интеллекта. И приходилось где-то это все в интернете найти. Или мне постоянно кто-то делал замечание, что там ошибка, там исправь. То есть тогда мы снова обрекаем детей на то, что они будут самостоятельно учиться. Так само, как я самостоятельно там учился чуть-чуть там английскому, чему-то еще. То есть дети будут учиться самостоятельно. Это идиотизм. Чем больше дети языков знают, тем лучше. Если так происходит, что в стране большинство или определенная часть населения, если говорить про Одессу или Харьков, это большинство людей говорят на русском, то стоит все-таки в школах изучать этот язык. Там И же здесь вообще эти... должна произойти, понимаешь, именно вот как во многих европейских странах есть несколько языков. Есть регионы, где есть определенные языки в Европе, в европейской стране, у них там есть регионы, и там свой язык. Там, например, страна басков есть, да, там, например, в Испании есть страна басков. Но тут не в Во языке Франции есть дело. отдельные регионы. И там есть отдельные языки. Тут дело в сегрегации. Нет, я к тому, что государство разрешает в Европе на определенных территориях, кроме там одного государственного языка, учить и изучать, и чтобы был государственным и другой язык. Это норма. Если там в Одессе проведите референдум, это же не проблема. Например, проведите референдум в Одессе, там, в Харькове, там, согласны ли вы, чтобы дети изучали там хотя бы один раз в неделю русский язык? И если большинство проголосует да, так тому и быть. Если в Киеве проголосует большинство нет, тоже так тому и быть. Должен народ решать. А сегодня в Украине решает не народ, будет весело, а если во Львове Сороса проголосуют. Да. Во Львове, там же русифицируется Львов сейчас. Не, дело не во Львове. Всё. Во Львове, слушай, нет, слушай, я не согласен. Во Львове прекрасно люди живут. Много переселенцев, много с востока едет на запад. Вот они возьмут, конечно, возьмут, проголосуют и все. И нужно исполнять законы демократии. Тут же вопрос не в этом. Тут вопрос в том, что это вот как мы приходим, это очень опасная история. Я помню просто, с чего все начиналось. С того, что в Луганске и Донецке живут бандиты. Бандиты.
И все так как бы, это донецкая братва, там мафия, вот эти все. Причем по стране куча было подобных. Но вот считалось, что если бандиты, это обязательно с Донбасса, это вот Только оттуда. приехал в Киев, достал пистолетик, да? Да, и все. То есть, хотя там и в Днепре, короче, везде были эти банды, но вот это Донбасс. Окей, прилепили ярлык. А сейчас лепят ярлык, вот Мандзюк мы вспоминали и так далее, да, о том, что Харьков, а там ждуны, там Одесса, они вот вообще не такие, надо их переделывать. Я просто, у меня такие флешбеки. Так начиналось все с того, что с Луганском и Донецком была такая история, да, с этих ярлыков. А потом, вот видите, это все перекочевало немножко по инерции восточнее, там, южнее, и так вот пройдет несколько лет, и мы попрощаемся с Харьковом, но не потому, что там Путин придет, всех захватит, и, собственно, и вот это, хотя никто не знает, чем обернется вот сейчас вот эта итерация боевых действий, а потому что люди плюнут и скажут, да елки-палки, да пошли вы, слушайте, в смысле ждуны, мы тут гибнем под бомбами, там, бережем этот свой родной город, этот Харьков, открываем как можем День Харькова, там вот эти что-то празднуем, там на этой полуразбитой Сумской, ну, в центре улицы. То есть, а вы говорите, что мы ждуны и какие-то не такие, типа вот такие Мандзюк, и учите нас быть украинцами. Устанут и захотят, ну, не захотят с ними идти дальше никуда. Знаешь, самая главная тут проблема и такая вот лицемерие в том, что вот эту политику всю сегодня делают люди, которые, ну, как бы не говорили всю жизнь на украинском. Ну, то есть это не львовяне сейчас устраивают вот эту мовную политику. По факту сегодня это не жители Ивано-Франковска, Львова проводят вот эту, там, можно сказать, преследование людей на украинском языке. Сергей Иванов с Луганска, русскоязычный всю свою жизнь был. Мандзюк, которую мы упомянули, она там с Винницы, по-моему, она тоже всю жизнь была русскоязычной. То есть эти люди говорили на русском языке и говорят сейчас, то только не в камеру, и говорили точно до 22 года. И сегодня они вот решили, как знаешь, ну, настоящие такие вот фашисты. Мы сегодня вот решили, что мы делаем так, и все должны так же сегодня быстро перестроиться. Я точно говорю, что ну, у меня там один из друзей сегодня воюет на Донбассе. Я его спрашиваю, смотри, слушай, а как там у вас с языком сейчас спорят? Он русскоязычный. Ну, то есть он переходит на украинский, ему вообще пофигу. А он говорит, знаешь, вообще всем плевать. Ну, типа, на каком языке мы тут говорим? Нам, солдатам. У нас тут, типа, большинство пацанов с Луцка. Это просто самый западный город. Им вообще плевать. Ну, мы на русском с ними говорим, типа, им пофигу. Это все народу. Народ друг друга понимает. Народу плевать. Это все пропаганда именно исходит от власти Зеленского и вот этой группы Сороса. То есть это государственная сегодня политика. И ее проводят определенные люди. Сам народ, ну, этим не живет и не поддерживает это. Конечно, есть отдельные индивидуумы, которые это поддерживают. Это в основном политически активные граждане, которые сидят в Фейсбуке вот и лайкают, комментируют, таких как Мандзюк, и возмущаются, что вот в их стране граждане не такие. Вот. И определенных граждан лучше бы выселить. Вот и все. Вот и все. Я еще раз, я ну, прожил всю жизнь в русскоязычном Киеве, ну и как бы, знаешь, патриотом в России не стал. То есть не в языке дело. Абсолютно не в языке. Ну Но и язык чтобы позволяет мне понимать больше людей. И если так произошло, что русский язык стал международным и входит в состав ООН, ну, как бы, ну, так произошло, ничего плохого в этом нет. Прекрасный язык, я знаю. Я люблю группу кино, и мне нравится подпевать песни Цоя. Ну, как бы так. А еще мне нравится на русском языке слушать украинскую группу Boombox, которая сегодня тоже вдруг заявила, что она отказывается от своих русскоязычных песен. Хотя там песни и тексты феноменальные, они на русском. И он их написал на русском и даже перевести нормально на украинский не может. Верка Сердючка, кстати, вот один из, наверное, единственных музыкантов в Украине, кто сказал, что я свои песни переводить не буду. Ну, я их так создал. Ну, понимаешь, оно в рифму не подходит. Все будет хорошо,
На українському буде «Все буде добре». Ну, то есть петь песню Вакарчука «Все буде добре», он ее на украинском создал, оно в рифму идет. Но петь «Все буде добре», как в стиле Верки Сердючки, не получится. Ее ж также там активисты, вот эти все, вот это государство требовало от нее перевода песен, иначе мы запретим на концерте петь. Так подождите, на концерт ходят люди, которые хотят это слышать. Люди, которые заплатили деньги, чтобы это Заплатили услышать. деньги, то есть они это поддерживают. Причем люди ходят во всех городах, и у нее концерты в Киеве том же, где Иванов рассказывает, что якобы дети уже не общаются с другим ребенком за то, что тот говорит на русском. Так что ты врешь? Ну, Верка Сердючка дает концерты в Киеве. А самое лицемерное, что все чиновники, включая Зеленского и включая всех генералов, общаются на русском языке в жизни. Потому что ну, я их многих знаю, со многими общался. Вот все, кто проводит эту политику, они говорят на русском языке. Я думаю, ты это сам прекрасно знаешь, как человек, который работал на телеканале, туда приходили все политики. На каком языке они общались, когда еще не было эфира? Ну, это как бы язык, дело такое, вопрос, как войну остановить. Войну? Есть рецепт вот сейчас. Кажется, что мы зашли в такой глухой штопор, такой беспросветной эскалации. Рецепта нет. Мне кажется, Украину ожидают... То есть по Украине должны ударить так сильно, к сожалению, к моему сожалению, так сильно, что чиновники украинские поймут, что ну уже все. Потому что сегодня они не хотят заканчивать войну, потому что они понимают, они лишатся власти. Они говорят, часто слышу смешной тезис, Путин, есть в СМИ украинских, Путин боится остановить войну, он потеряет власть. Нет, как раз Путин не боится останавливать войну, потому что он не потеряет власть. А вы, наркоманы, боитесь остановить войну, потому что вы потеряете власть. Более того, очень большая вероятность, что вы потеряете свои деньги и свободу. Потому что украинская власть сегодня перешла красные линии в украинской политике. Они начали преследовать, забирать чужой бизнес, отбирать все, что можно только у других людей. И когда они потеряют рычаги в правоохранительных органах, ну, знаешь, когда рассказывают, что с Зеленским ходит охрана, потому что его хочет убить Путин, то я понимаю, что в глубине души Зеленский боится не Путина, а боится десятки, сотни очень влиятельных людей, против которых он вел незаконные санкции, забрал их бизнес, заблокировал их счета, а часто даже угрожал их жизни. Потому что когда Зеленский кого-то пытается там или их родственников мобилизировать, ТЦК там приедет, тебя бусифицирует, это значит, что ну, этого человека там на фронте могут убить. И Зеленский всю свою жизнь дальнейшую будет опасаться не Путина и не русских, а тех, кому он навредил вне закона. Так себя не вел ни один украинский президент до Зеленского, потому что все украинские президенты в целом хотели остаться жить в Украине. То, как он себя ведет, я понимаю, что он в Украине жить не хочет. Либо он действительно настолько идиот, что этого не понимает. И в этом трагедия. В этом трагедия, потому что из-за его упрямости и из-за его нежелания лишиться власти, Украина потеряет не только территории, но еще и кучу людей. И сегодня именно Зеленский выбирает воевать дальше, и чтобы дальше гибли и погибали люди. И скоро ему уже придется реально снижать мобилизационный возраст и отправлять на войну, ну, можно сказать, еще детей. Потому что если 18 лет, ну это... Я 18 лет думал, что я взрослый, но по прошествии времени я понимаю, что это еще дети, которым просто стукнуло 18. И отправлять их на войну, это будет преступлением, но иного выхода у Зеленского не будет, Ну, если и он хочет преступление идет сохранить свою власть. еще преступление там поколенческое, потому что, условно, те, кого сегодня 25, в начале войны там, ну, было там по 20, по 20, ну, 21, то есть 4 года, это уже достаточно большой срок. И они Зеленского не выбирали. Это Они да, Зеленского кстати, не да. выбирали. Они еще никогда в жизни не ходили на выборы.
Так вот смеются над Путиным. Типа, вот, всю жизнь прожили и не знаем, как без Путина. Ну, он же там сколько там лет у власти, да, 25. А так получается, что действительно сейчас гонят на передовую людей, которые... Понимаешь, возможно бы все были готовы бы прожить и при Зеленском всю свою жизнь, если бы в Украине не была свобода. То есть свобода передвижения, ты можешь выехать в другую страну, тебе не нужно ради этого платить 20 тысяч, 30 тысяч долларов и ехать через горы и переплывать речки, если бы там не хватали простых людей. То есть в России существуют определенные вещи с теми, кто хотя бы занимается политикой. Но там никогда не трогали простых граждан. В Украине стали трогать простых людей. Простых людей хватает на улицах, их избивают, их бьют. Простой народ потерял полностью свободу. Поэтому в таком случае режим Зеленского и Зеленский не может долго находиться у власти. Да, он еще может пробыть год-два, но когда-то все-таки этот шарик лопнет. И его не сможет удержать даже Запад уже. Да, Мирослав Олешко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.